Перед тем, как начать ролик, я хочу тебя погрузить в атмосферу абсурдности метаиронии над всем запрещенным, что употребляли сценаристы. Что будет, если бритая еврейка решат замутить? Сериал по Наклзу. Всем привет, с тобой Андрей Марас, и давай разберемся, почему сериал по Наклзу является кринжом года. Я хочу уточнить, что кринжу у меня высокая планка. Я сам его люблю наваливать, но этот сериал смог меня нагнуть и окунуть в лютую кринжатуру. И я с лету начну с того, что сериал успел обделаться еще до своего выхода. Сам сериал на стриминге вышел в 7 вечера по моему часовому поясу, но почему-то за пару минут до его релиза я знаком ютубером подписчиком своего ТГ начал распространять ссылку на весь сезон сериала в отличном качестве. Если ты попросишь доказательства, то я их, естественно, не приведу, чтобы моих друганчиков не подставлять. Но факт остается фактом. Paramount уже тогда присели на бутылочку слегка. Если ты мой активный зритель и смотрел все ролики и шорты, посвященные Наклзу, то я смог предсказать общий сюжет повествования, за исключением только сюжета о боулинге. Ведь будучи адекватом, до этого невозможно додуматься. Вплоть до финальной битвы, когда Пухляш возьмет перчатки силы и защитит поверженного воина. Но давай обсуждать с финала поговорим потом. А сейчас рассмотрим раковую опухоль этого сериала. Антагонисты. Ранее я их называл кучкой бомжей, сборищем клоунов, но сценаристы смогли меня переплюнуть. И оказалось, что они просто обиженки. Начнем с главного – покупателя. До событий Соника в кино он был подчиненным у Эгмана. И как эта пародия на Тревора говорила, он работал на государство до тех пор, пока у Эгмана не случился Соник головного мозга. После чего у него кукуха поехала. Но осознанная организация Ган решила отменить этого гения и сократить весь высококвалифицированный штат работостроителей. Хотя как отменить? Здесь слышь скилл в Майнкрафте. В такое, конечно, трудно вериться, но скажу, что возможно. Этот чел оказался мальчиком, который выжил. И он уничтожил своих хейтеров. Но тут вопрос в том, если он позиционирует себя как адекват, то чем он лучше Эгмана, ведь и он упоролся в Наклза. И вообще, где он столько игл смог найти? Эгман еле как одну достал и с ней тащил весь фильм, а этот лохищ только и смог из креатива достать целую тонну. И по факту ничего с ними так и не сделал. Только отек от представления, как он ими будет нагинать ехидного воина. Причем оружие вышло действительно шлак. Кулаки силы, маленький бластер с гигантской иглой, броня. Просто офигеть. Хуже были только бойцы. Агент Уиллоуби. Как же я ошибался, думая, что она будет не бесящая. Это самый конченый антагонист такой же предысторией. Она, как и агент Мейсон, работают в ГОН и отвечает за слежкой Наклза. Важно, они именно там работают. И это Уиллоуби предала Ган, потому что ее никто не слушал. И все, это ее мотивация. Причем она творила такую дичь, от чего волосы дыбом встают. Она агента Фейберли просто выкинула в грибное пространство, отключила все спутники Ган, устроила полный разнос боулинг-клуба среди толпы совершенно без последствий. Агент Гана устроил полный расколбас, и за ним даже никто так и не приехал. Как обычно, крупнейшую организацию по охране землян от пришельцев смешали с говном, как ноунейм компашку. Ну, в общем-то, ничего нового. Меньше всего претензий к агенту Мейсону. Хорошо, что он практически все время молчал. Хоть он и выполнял роль тупого громилы. И как он говорил, он вообще садист. Больше всего придирок к сценарию и самому лору. Ну ты не пугайся, лор киношного Соника нов и свеж. В нем досконально не надо погружаться, чтобы полностью его понять. Начиная с первого Соника, кольца являются порталами в другие миры. Чтобы они заработали, надо конкретно представить место телепортации и кинуть кольцо. И вроде бы их ранее сильно не хватало, так теперь у этих гоновцев хз откуда есть такой гигантский запас, что теперь у них есть свой кольцемет. И они их используют по пустякам. Как по приколу зашвырнуть агентов в грибной мир, просто чтобы пленуть Наклза. Но появляется другая проблема. Чтобы портал открылся, надо конкретно представить мир, куда нужен проход. И откуда этот Dream Team знает о существовании грибного мира. С Эгманом они вряд ли общались. Они послушали разговор с Соником? Ну ладно. А как они конкретно узнали, что Уэйд с Наклзом находились именно в этом боулинге? Причем в финале во время броска портала стали затягивать друг друга? Неизвестно. Это даже необъяснимо, либо же белыми нитками не связать. А главный антагонист этого сериала — полные номинанты Дарвинской премии. Вы понимаете, насколько они тупые? Они связались с покупателем, взяли у него оружие на энергии Наклза и после битвы с ним и наведенной шумихи просто бросили перчатки силы на пох и свалили. Это ценнейшее оружие, которое им тоже необходимо будет вернуть, и не оставляет такие огромные улики на месте преступления. Топовые агенты ГОН. Явно нанятые на Авито. Шоколадка, которая во время сражения с Уэйдом выпендрилась, какая она крутая.
крутая, потому что она темного оттенка, а потом отрубается от легкого удара. Отличный злодей уровня ситкомов 80-х. А покупатель пришел в центр города на своей помойке, похихикал и соснул. Ни полиции, никого. Сплошнейший гон. Раз мы наконец дошли до этого недооцененного гения, то давай разберем его оружие и поймем, почему это китайская паль. Начнем с наиболее нормального – бластеров. Если опять-таки вернуться к первому фильму, то иглы обладают неизмеримым источником энергии. Эти иглы обладают свойствами носителя, как суперскорость с Соником. Но только непонятно, чем иглы ехидны особенны. Сценаристы задались этим же вопросом, но вскоре забили. Они теперь обычная подпитка устройств, причем судя по двум бластерам, в которых по игле, и ружье с такой же мощностью задаешься вопросом. И все? Воображение ноль? Хотя о чем я? Они теперь подпитывают лохмотья, называемые броней. Могли бы хотя бы ее визуально внушительно сделать. Кожалка в Майнкрафте и то полезнее будет. И не верится, что когда Наклз со всей дури бьет этих агентов, где без переломов и моментальной погибели не обойтись, как их метает из угла в угол, не, они косплеят крепкого орешка. Они бессмертны. Именно поэтому позже делают перчатки силы с прибамбасами, которые в бою по сути не спасут от одной пули револьвера. Мысли гениев обычным смертным не понять. Как и идею покупателя трансформирует свою родную мусорку, в которую он родился, в ходячую помойку доктора Октавиуса, который от обычного ветерка рассыпался как конструктор Лего. Сначала жир его попустил, метая шары боулинга, ведь для этого кулаки силы и были созданы, а потом Наклз, не пойми каким чудом, отсосал свою же энергию обратно, при этом не бомбанув как Соник. Обожаю ситуации, которые просто происходят не пойми как, противоречия себе же. Но хоть в этом сериал Наклз и похож на всеми любимого Соника. Я думаю, именно поэтому ввели сериал Уэйду еврейских родственников по женской линии и британских по мужской. Вот как выглядят коренные американцы. Но если мать боженьки цветочек, то дьявол курит в сторонке, когда в кадре появляется сестра Уэйда. Такого отталкивающего и отвратного героя, заметьте, не антигероя, еще нужно умудриться прописать, чтобы при каждом ее открывании рта так и хочется сказать: да завались-то уже. Иди дальше свой ФБР и дальше продолжай делать свою работу. Ведь только тогда твой рот занят и тебя не слышно. Это единственный персонаж, из-за которого я так и не уснул на еврейской серии. А жаль, сохранил бы свою задницу девственной. Изначально я думал, что они заставят Уэйда тренироваться, чтобы избавиться от Скуфа, но я ошибся, они давно от него избавились. А Наклз решил воспитать воина из этого толстяка, потому что дух сценариста из ниоткуда появился и сказал: воспитай из него воина. И точка. Ну и Наклз, как набожный перс, беспрекословно последовал приказу Пачакутека, который еще с Уэйдом как-то на контакт вышел в самой конченной серии рок-оперы, которую придумать можно только по тяжелой пачке муки Маразмус. Хотя у авторов денег хватало не на одну пачку, судя по тону реклам в сериале. Причем большая часть из них в открытую называют, как Хуитос, Маслитос, Лейзитос и много чего более, что я явно не хочу называть вслух, потому что я живу на одной мусорке с покупателем без реклам на канале. Хотя самая главная реклама этого сериала — это боулинг, на который фиолетово всем. Я однажды был в боулинге, и скучнее этой траты времени оказался только сериал о Уэйде. Явно любимый вид спорта с ковчиком, где для катания шаров надо иметь всего лишь одну накачанную руку, с чем ночами они справляются на все 100. И весь сюжет строится именно на нем. Неудачник хочет нагло стигматься в боулинге, при этом чисто для поднятия скилла он ничего не делал, только катался, позарил и спал. А потом собрался с духом и рандомом смог победить. Если такой основной посыл сериала, что победа сама придет, а ты продолжай дальше спать, то она достойна этого сериала. Просто смотря на него, меня печалило только то, что это лютейший проходняк, где добавили Наклза только для сборов кассы за счет фанатиков вселенной Соника, а не создание уникального сериала, посвященного ехидне. Во время первого просмотра столь высокой заинтересованности я на серии 4-5 уснул. И если бы я не был бы ютубером, который за счет инфоповода хотел бы запилить ролики, то на 4-й серии я бы дропнул бы сериал. Однозначно я могу сказать только то, что я его не стану пересматривать. Быть может только когда-нибудь первую серию, и то в этом я не уверен. А с тобой был Андрей Марас, и я надеюсь, что этот сериал понравится всем, кроме меня, ведь иначе это было бы печально.